Приветствую, друзья! С вами команда Game Room Игры-новинки, и сегодня приготовили для вас обзор самых увлекательных игр, в которые стоит окунуться в этом месяце. Мир игровой индустрии постоянно радует нас новыми приключениями, и в этом месяце у нас есть захватывающие варианты для погружения. Среди них Avatar Frontiers of Pandora, House Flipper 2, Batman Arkham Trilogy и многое другое. Итак, настало время отправиться в захватывающее путешествие по миру видеоигр в этом декабре. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк. А теперь давайте углубимся в детали и узнаем, в какие игры стоит погрузиться именно в этот месяц. Steam World Build — это градостроительный симулятор в мультяшном стиле, где игроки примеряют на себя роль архитектора на умирающей планете. Атмосфера напоминает Дикий Запад, но здесь живут роботы. Игрокам предстоит расширять свое поселение, заниматься торговлей и строить подземные шахты для добычи стратегически важных ресурсов и древних технологий. Главная цель — построить ракету и спасти население планеты от апокалипсиса. Однако трудовые будни осложняются нападениями враждебно настроенных жуков на шахтеров. Чем глубже спускаются рабочие, тем серьезнее опасности и враги их поджидают. В игре есть возможность защищаться, создавать роботов с оружием, устанавливать ловушки или автоматические турели. Игра выходит на ПК, Switch и домашних консолях текущего и предыдущего поколений. Дата выхода 1 декабря. Релиз на Nintendo Switch легендарной саги о Темном рыцаре от студии SD Projekt включает в себя 3 основные игры серии, такие как Batman Arkham City и Batman Arkham Knight, а также все дополнения для каждой из игр. Изначальный сборник планировали выпустить 13 октября, однако авторам порта понадобилось дополнительное время на улучшение игры. Теперь релиз игры на консолях Nintendo запланирован на 1 декабря. 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series выходит игра Avatar Фронтиры Пандоры, масштабный экшен в открытом мире, созданный для расширения популярной кинематографической франшизы Джеймса Кэмерона. Разработкой игры занимается студия Massive Entertainment, входящая в состав Ubisoft, ранее работавшая над The Division. Действие игры разворачивается на вымышленной планете Пандора, богатой ресурсами анаптаниума, и включает в себя события, связанные с логикой фильмов «Аватар». В этом мире люди из корпорации RDA предстают в роли захватчиков, колонизируя и опустошая планету, в то время как местное население народа Нави сопротивляется их деятельности. История «Фронтир Пандоры» начинается параллельно с событиями первого фильма. Корпорация RDA продолжает похищать и обучать детей народа Нави для боевых целей, и среди них наш главный герой. После трагического инцидента героиня оказывается в криосне на 15 лет и просыпается после событий фильма. Пытаясь присоединиться к Нави, она сталкивается с отказом. Они относят ее как чужака. Главной задачей становится восстановить доверие к своему племени и объединить кланы для сопротивления человеческим захватчикам. В игре основными элементами геймплея будут сражения, исследование живописных локаций и захват форпостов. Игроки смогут взаимодействовать с животными, приручать их, менять их внешний вид и снаряжение. Также будет возможность улучшать оружие и собирать ресурсы в открытом мире. Кроме того, игра предложит систему прокачки навыков героя и различные методы сражений, от открытых столкновений до скрытых убийств. Аватар Фронтиры Пандоры ожидается быть нечто вроде Far Cry в уникальной вселенной фильма со своими диалогами из фильмов. Для кого-то это может быть минусом, а для кого-то плюсом. Однако однозначным плюсом является поддержка русского языка в данной игре. Arizona Sunshine 2 — это сиквел популярного VR-зомби-шутера, выпущенного в 2016 году. Во второй части главный герой вновь отправляется в путешествие по постапокалиптической Аризоне, где сталкивается с ордами кровожадных зомби, которых ему необходимо устранить, используя разнообразное оружие. Арсенал обещает быть обширным, от дробовиков до мачете и огнеметов. Интересно отметить, что наш герой активно ухаживает за своей внешностью, стригающий свою бороду.
городу. Однако на этот раз у него будет компания. В новом приключении он отправится с верным псом, который не только бегает рядом, но и находит полезные предметы, помогает в поиске и перетаскивает для героя различные предметы. Дата выхода игры назначена на 7 декабря. Stargate Timekeepers выходит на ПК 12 декабря, представляя тактическую стратегию от создателей из Польши и студии Creative Forge Games, известной ранее по игре Hardest в жанре пошаговой тактики. События разворачиваются после 7-го сезона оригинальной серии «Звездные врата» и рассказываются на протяжении 14 миссий, исход которых зависит от игрока. Игрокам предстоит сразиться с системными лордами Гулдоры времени, используя различные точки временной шкалы и многое другое. На данный момент анонсирован выход Stargate Timekeepers только на ПК, однако существует вероятность появления игры и на других игровых платформах. Это рекламная зона, короче. У нас для вас отличная новость. Мы проводим розыгрыш ключа Xbox ПК Game Pass на 3 месяца. Для участия в розыгрыше выполните следующие шаги. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк под этим видео, оставьте любой комментарий под видео. Чем больше ваших комментариев и лайков, тем больше шансов на победу. После выполнения условий вам нужно будет зарегистрировать участие по ссылке на Google Forms. Там вам потребуется указать, через какую социальную сеть мы можем связаться с вами, а также отправить скриншоты в качестве подтверждения выполнения условий. Результаты розыгрыша ключа Xbox ПК Game Pass на 3 месяца будут объявлены 28 декабря. Удачи всем в конкурсе! Это конец рекламной зоны. Выходящий 14 декабря House Flipper 2 — это продолжение симулятора ремонта, которое вновь даст игрокам возможность полностью ощутить себя умельцем-ремонтником. В этой игре мы снова сможем восстанавливать старые дома и создавать новые квартиры, а затем продавать недвижимость по более выгодной цене после завершения всех работ. В игре присутствуют различные этапы ремонта, такие как окрашивание стен, изменение интерьера, установка мебели и многое другое. Кроме того, разработчики обещают в House Flipper 2 новые игровые механики, переосмысленные визуальные эффекты, а также режимы сюжета и песочницу, предоставляющие возможность строить здания с нуля. Pine Harbor — это российская хоррор-игра с элементами выживания, атмосфера которой напоминает Silent Hill. Она выйдет также 14 декабря, и события игры развернутся в одноименном рыбацком городке, окруженном горами, туманом и соснами. Главный герой, попавший в центр ужасных событий, стремится сохранить свою жизнь, прогрессируя по сюжету. Игрокам предстоит собирать ресурсы, создавать снаряжение и помогать другим персонажам, раскрывая их страшные тайные истории среди локаций, которые им предстоит посетить. Обещаны такие места, как хвойные леса, различные заброшенные постройки, пещеры и секретные бункеры. Для выживания в игре необходимо внимательно исследовать локации и собирать полезные ресурсы, которые необходимы в том числе для создания различных предметов. Asgard's Wrath 2 — это предстоящий квест в мире виртуальной реальности, запланированный к выходу 15 декабря. Продолжение этой игры начинается событиями, произошедшими в конце первой части. Игрокам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по древнему царству, следуя за Локи, выбрав одного из 4 уникальных героев с особым вооружением и стилем боя. Как и в оригинальной игре, продолжение обещает предоставить игрокам множество интересных персонажей, сложные задания, головоломки, улучшенную боевую систему и возможность получить поддержку боевых спутников. Разработчики из студии Zar Games заявляют, что в продолжении появятся новые миры, включая Асгард, помимо пустынных просторов Древнего Египта. Продолжительность сюжетной кампании в этот раз составит внушительные часы, а в режиме The Uncharted Rift игроки смогут сразиться с монстрами в процедурно генерируемых локациях.
И, наконец, 25 декабря выходит World Warfare and Economics — симулятор мировой политики. В этой игре геймеры смогут взять в свои руки управление любой из 220 представленных стран, создавая собственную историю в соответствии с личными идеалами. Управляя государством, игрокам предстоит применять грамотные дипломатические действия и контролировать различные области, начиная от здравоохранения и СМИ и заканчивая развитием армии, экономики и управлением стихийными бедствиями, будь то эпидемии или изменение климата. Другими словами, ваша страна, ваше правление. Игра Baldur's Gate 3 скоро появится на Xbox. Вы, безусловно, знакомы с этой популярной RPG, которая сразу стала глобальным феноменом и приобрела огромное количество поклонников. Разработчики из студии Larian Studios решили расширить возможности и представить нам версию для Xbox. Теперь все пользователи Xbox, которые завидовали владельцам ПК и PlayStation 5, наконец смогут насладиться Baldur's Gate 3. Это потрясающая игра. Если вы видели несколько видео о ней, то сразу скажем, что они не передают и половины того, что игра на самом деле предлагает. В ней огромное количество различных вариаций прохождения и выборов, которые в конечном итоге приведут к огромному разнообразию решений и последствий. Это настоящая ролевая игра в самом лучшем смысле этого слова, и мы очень рады, что владельцы Xbox наконец смогут в нее поиграть. К сожалению, точной даты релиза пока нет, но она обязательно выйдет до конца года. Благодарим вас за просмотр этого захватывающего обзора игровых релизов на декабрь. Мы надеемся, что вы нашли для себя что-то увлекательное, что сделает ваше время в мире игр незабываемым. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых обзоров и рекомендаций. И помните, что игровая индустрия постоянно радует нас удивительными проектами и возможностями. Расскажите нам, в какие игры вы планируете играть в ближайшее время. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Спасибо за вашу поддержку. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. В этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room Игры новинки, где всегда все делается с душой.